Когда вы собеседуетесь внутри компании, команды намного более открыты давать вам фидбэк, чем когда вы внешний кандидат. В результате я получила 2 оффера, причем не на те должности, которые я собеседовалась. Он хотел бы, чтобы я встретилась с его менеджером, то есть здесь называется skip level manager, да? Нанимающий менеджер, а это его менеджер. Это был довольно рискованный шаг, я не советую так делать на собеседовании, если вам нужна очень работа. Всем привет, меня зовут Наташа Васильева, это мой канал на YouTube, подкаст «Сразу президента», где мы обсуждаем вопросы иммиграции и поиска работы. И сегодня я хотела бы ответить на вопрос, который мне очень часто задают на канале, и рассказать свою историю о том, как я поменяла карьеру, о том, как из финансового аналитика я стала продакт-менеджером в Амазоне. И еще я немножко поговорю о самой профессии продакт-менеджера. Я уже немножко рассказывала о том, что конкретно делаю я как продакт-менеджер. У меня было отдельное видео про мой день в Амазоне. А также я снимала уже отдельное видео про смену карьеры. Допустим, если вы эмигрировали и вы понимаете, что вы не можете продолжать работать в той же карьере, в которой вы работали раньше по той или иной причине. Или если просто вам захотелось поменять карьеру, на что обратить внимание, как лучше это сделать. Это видео я также оставлю здесь. Но сегодня, да, как я уже сказала, я хотела бы поделиться своим собственным опытом смены должности в Амазоне. И еще один популярный вопрос, который мне часто задают на канале, это то, как стать продакт-менеджером. И не то чтобы я могу дать прям конкретный ответ на этот вопрос, потому что на самом деле путей очень много, но я скажу какие-то общие мысли, общие наблюдения о том, как я вижу, как мои коллеги становятся продакт-менеджерами, а также то, что обычно советуют технические рекрутеры. Прежде чем начать, хотела бы попросить вас подписываться на канал, если вам нравится. YouTube очень хорошо показывает видео, на которых подписываются в момент просмотра. Также ставить лайки, если вы считаете, кому-то из ваших друзей такой контент может быть полезен, пожалуйста, делитесь. Пишите комментарии, я с удовольствием со всеми общаюсь. А сейчас давайте начнем. Для тех, кто меня не знает, я эмигрировала в Америку 3,5 года назад. Мы приехали сюда, потому что мой муж выиграл грин-карту. И до Америки мы 6,5 лет жили в Литве, где я работала в хедж-фондах инвестиционным аналитиком, финансовым аналитиком. И это вот как бы большая часть моей карьеры. Когда мы приехали в Америку, я, в принципе, не хотела продолжать работать в финансах. В хедж-фондах я точно не хотела продолжать работать. Я хотела уйти в IT в первую очередь, потому что, во-первых, у нас в штате больше всего работы в IT, а во-вторых, мне просто немножко, я подустала от хедж-фондов. К тому моменту, как мы приехали сюда, в Америку, я последние 2 года в финансах активно занималась больше аналитикой данных и автоматизацией, чем именно финансовой аналитикой. То есть я выучила Python, я переводила модели, финансовые модели, которые у нас до этого были в Excel, в Python. Я делала какие-то визуализации, я делала такой базовый React.js app для визуализации. Вот. И я поняла в тот момент, что аналитика данных — это то, что мне нравится намного больше, чем финансовая аналитика, и вот программирование, автоматизация — это то, где я хотела бы развиваться. Приехав в Америку, я в первую очередь тоже начала искать работу аналитика данных, и, кстати, даже получила оффер на mid-level аналитика данных в такой средней руки компании. Но в то же время мне попалась работа Амазоном, они мне предложили быть senior financial analyst, потому что, в принципе, в финансовой аналитике у меня была большая часть моей карьеры, и, естественно, и скиллов у меня было больше, и опыта у меня было больше. Поэтому я подумала, что окей, Amazon очень крутая фирма, плюс они мне дали оффер, от которого мне сложно было отказаться, и я решила, что хорошо, я приду в Amazon финансовым аналитиком, и попробую уйти в другую должность внутри Амазона, что я, собственно, и сделала, и о чем я сейчас расскажу. Собственно, когда я приходила в Амазон финансовым аналитиком, я, на самом деле, еще на интервью сказала своему нанимающему менеджеру о том, что, на самом деле, я подустала от работы в финансах. Мне нравится, в первую очередь, аналитика данных,
Это то, чем я занималась последние 2 года большую часть времени, и это то, где я хотела бы развиваться. Пример корпоративные финансы — это то, где у меня нету никакого опыта, и это то, что мне на самом деле не очень интересно. Это был довольно рискованный шаг. Я не советую так делать на собеседовании, если вам нужна очень работа. Но, наверное, решающим фактором в тот момент стало то, что нанимающий менеджер к этому очень позитивно отнесся. Он сказал о том, что им очень не хватает, как они называли, data person, ну, то есть человек, который разбирается в анализе данных более глубоко, чем остальные члены команды. Им нужен человек, который будет писать какие-то более сложные SQL queries, потому что в команде не было людей, которые хорошо, глубоко знали SQL. И он мне гарантирует, что FP&A я не буду делать вообще, собственно, корпоративными финансами заниматься, и что он сделает так, чтобы большая часть моих задач была именно связана с анализом данных. И для меня, наверное, кстати, это было решающим фактором, почему я приняла оффер. Помимо того, что мне дали неплохую зарплату, очень неплохую для первой работы в Америке. Да, решающим фактором было то, что мне очень понравилось, то, насколько нанимающий менеджер вообще слышал то, что я говорю, и был открыт к тому, чтобы я занималась тем, чем мне нравится заниматься. Позже, когда я уже пришла в Amazon и проходила какие-то начальные тренинги, то есть там все новые сотрудники проходят определенный набор тренингов о культуре Амазона и так далее, я видела, что это в принципе в культуре Амазона. И понятно, что когда мы говорим о конкретной команде, там очень большое влияние имеет личный фактор, но при этом все тренинги говорят о том, что сотрудники лучше всего себя показывают и работают, когда они делают именно то, что им нравится делать. И поэтому, опять же, Amazon мотивирует менеджеров помогать своей команде развиваться там, где они хотят развиваться, и также не препятствовать, если человек, допустим, хочет уйти из команды куда-то в другое место, наоборот, помогать человеку реализовывать его амбиции. И таким образом Amazon мотивирует менеджеров думать о благе всей компании, а компания выигрывает, если люди занимаются тем, чем они хотят, и развиваются, и так далее, нежели благо своей конкретной команды. И в этом плане мой первый менеджер действительно очень неплохо на деле реализовывал вот эту концепцию. И да, собственно, я пришла в Amazon старшим финансовым аналитиком, и я проработала, наверное, где-то около года, когда я начала задумываться о том, что мне уже надоели финансы, и я хочу пытаться уйти в аналитику данных. Наверное, около года прошло в тот момент, когда я поняла, что все, мне уже окончательно надоели финансы, и я хочу попробовать уйти в аналитику данных. И да, наверное, еще такой фактор, который подтолкнул меня к тому, что я хочу уходить, это было то, что в корпоративной среде финансы — это вспомогательная функция. В отличие, например, от хедж-фондов, где финансы — это основной бизнес. Да? И поэтому, конечно, финансы в компании могут влиять на принятие решений, на приоритизацию и так далее. В своей первой команде я работала финансовым аналитиком для команды, которая разрабатывала софтвер, программное обеспечение для амазоновских складов. И в первую очередь моей задачей было строить финансовые модели для проектов, которые снижали издержки, но при этом ты делаешь модель для чьего-то проекта. И напрямую эта модель не влияет на бизнес, да, то есть идеи по развитию бизнеса, они предлагаются другими людьми. И в первую очередь это были как раз продакт-менеджеры, с которыми мы работали очень тесно. В хедж-фондах совсем не так, да, то есть когда я работала инвестиционным аналитиком в хедж-фондах особенно, здесь это не так, и это меня тоже немножко фрустрировало, мне хотелось все-таки влиять на бизнес и делать либо аналитику более широкую, либо каким-то образом, допустим, на основании моей аналитики генерить идеи для бизнеса. И таким образом, где-то, наверное, в конце лета 2022 года, вот как раз я проработала 1 год, я начала активно искать возможность, куда уйти. То есть я начала по внутренней системе искать вакансии.
И что я могу здесь сказать, это то, что намного легче искать вакансии, допустим, когда ты внутри Амазона, чем когда ты приходишь извне. Потому что, во-первых, мы по внутренней системе видим все вакансии, часть из которых публикуется изначально только для внутренних сотрудников. То есть не все вакансии, которые есть в Амазоне, они выбрасываются на внешний рынок. А во-вторых, когда я смотрю внутри Амазона вакансии, я всегда вижу, кто рекрутер по этой вакансии и кто нанимающий менеджер по этой вакансии. И поэтому то, что можно сделать сразу, это написать какое-то письмо нанимающему менеджеру и попросить, допустим, встретиться на то, что называется informational interview, то есть просто поговорить, там, мне рассказать о себе, почему мне интересна эта вакансия, человеку рассказать, что они ждут от кандидата на эту вакансию, и по итогам вот этой вот первой информационной встречи понять, насколько мы друг другу интересны и насколько стоит продолжать. Это, конечно, огромная привилегия пообщаться сразу с нанимающим менеджером, который у внешнего кандидата не будет. Позже расскажу немножко подробнее, как это проходило конкретно у меня. Но вот в конце 2022 года я стала потихоньку поискивать вакансии, но недолго это продлилось, потому что с октября 2002 года абсолютно неожиданно для нас случился то, что называлось hiring freeze, то есть заморозили, в принципе, весь найм, включая внутренний. То есть все вакансии, которые на тот момент существовали, просто в день, по сути, закрылись. И таким образом возможности вообще куда-то перейти внутри компании не было. Почему это сделали? Потому что начался этап сокращений. В конце 2022 года были большие сокращения, потом в начале 2023 были большие сокращения. И это очень плохо для имиджа компании, если компания одновременно сокращает сотрудников и одновременно нанимает новых. Поэтому, найм весь закрыли где-то до середины 2023 года. Точно до апреля, наверное, все было заморожено. Получается, то есть я уже подустала работать в финансах, мне хотелось уйти, но уйти у меня не было никакой возможности. И поэтому мой менеджер предложил очень интересную идею. Я не знала, что это существует в Амазоне до того, как он мне это предложил. И в первую очередь такое обычно практикуют люди, которые еще не уверены, хотят ли они уходить на другую должность и хотят просто попробовать. В моем случае у меня просто не было другого выхода. Он предложил мне сделать проектную работу, когда я 50% своего времени продолжаю работать в финансах, а 50% своего времени я работаю с другой командой в другой должности над их проектами. И это была команда аналитиков в нашем же подразделении. И менеджер вот этой команды второй, в которой мне предложили поработать над проектом, хотел создать некий фреймворк, некую общую систему, по которой мы будем оценивать успешность или неуспешность наших проектов. Такой системы не было до этого. До этого каждый использовал немножко разные модели для оценки своих проектов, а он хотел создать на основе machine learning, на основе моделей машинного обучения систему, которая работала бы для большинства наших проектов. И вот как раз я работала над этим проектом вместе с другим аналитиком, я ему помогала, и мне было очень это интересно. То есть machine learning — это то, с чем я немножко работала в хедж-фондах, и это то, где мне очень хотелось бы развиваться. С ними я проработала, наверное, месяцев 9. С одной стороны, это действительно было очень классно, потому что это разбавляло мою работу в финансах, это была возможность набрать скиллов. Конечно, моя должность не менялась, и на самом деле, вот если сначала мне сказали, что я буду работать 50 на 50, 50% в финансах, 50% в аналитике, на самом деле я работала, наверное, 70 на 30, 70% в финансах, 30% в аналитике, потому что все равно моя должность звучала как старший финансовый аналитик, и основные мои обязанности были там. То есть, если нужно было что-то делать срочно в финансах, я должна была это делать в финансах. И по идее в Амазоне на основании таких проектов
Человека могут взять в команду, если будет вакансия для него. То есть я разговаривала когда с этой командой в самом начале, они говорили, что они как бы не знают, будет ли у них для меня вакансия, но если будет, они готовы меня взять. Я на самом деле была бы готова уйти к ним, если бы они мне предложили работу, но вот в момент, когда начали открываться вакансии, я помню, что я поговорила со своим менеджером из аналитики, и он мне сказал, что нет, к сожалению, он, скорее всего, не получит вакансию в ближайшие полгода. Ну и как бы мне было приятно, что он мне это сказал честно, потому что, по сути, я просто не стала терять время. И да, где-то вот, наверное, с мая 2023 года я начала активно искать себе новую команду. Вакансий было очень мало, потому что в тот момент вот только-только открывался найм, и открывали его очень осторожно, вакансий было мало. Например, Amazon огромная компания, и я в Сиэтле. Сиэтл — это город, где у Amazon headquarter, то есть главный офис. Практически все вакансии, которые публикуются по США, они публикуются и в Сиэтле. То есть, это огромное количество вакансий потенциально, но в тот момент, допустим, вот каждую неделю я просматривала новые вакансии на аналитика, и в неделю появлялось там несколько, меньше 10 вакансий. Для сравнения, вот, допустим, сейчас их появляется несколько десятков в неделю, может быть, даже больше для аналитиков данных. Я вот прямо недавно я не смотрела, но вот в 2024 году пару раз я посматривала, да, были десятки за неделю. И что я делала? Да, я как бы находила вакансии, которые мне потенциально интересны. Я писала напрямую нанимающему менеджеру, и я обычно скидывала им свое резюме, и также писала небольшую, не сопроводительное письмо, но имейл, объясняющий то, почему я вообще хочу уйти в аналитику. Да, то есть это было буквально несколько абзацев, где я, с одной стороны, писала, что да, большая часть моей карьеры была в финансах, но то, что мне больше всего драйвит, то, чем я занималась большую часть своего времени последние 4 года, это именно аналитика данных. Мне нравится быть в должности, которая больше влияет на бизнес и так далее, вот что-то такое. И также я прикладывала описание, по-моему, 2 или 3 своих крупных проектов, которые я делала именно как аналитик данных, чтобы пояснить, что у меня есть навыки. Например, проекты, которые я описывала, это вот был как раз вот этот вот проект, который я делала в Амазоне по машинному обучению, а также как я автоматизировала модели финансовые, будучи в хедж-фондах, и генерила идеи для инвестиций. Здесь я хочу сказать, что тоже вот довольно часто люди у меня спрашивают, нужно ли писать сопроводительные письма на вакансии. И вот в большей части, чаще всего я отвечаю, что нет, это не обязательно, достаточно резюме. Но вот когда действительно стоит написать сопроводительное письмо, это вот либо когда вы меняете должность, и вам нужно объяснить, почему вы ее меняете. Либо когда у вас есть что-то вот прямо этой компании сказать. Допустим, это компания, в которой вы всю жизнь мечтали работать, или это проект, который вас очень драйвит. И вот это вот можно объяснить, да, можно дополнительно описать. То есть сопроводительное письмо стоит писать, когда вам есть что-то дополнительное сказать именно этой конкретной компании. И на тот момент, когда я откликалась на вот эти внутри амазоновские вакансии, наверное, около 20% нанимающих менеджеров соглашались со мной встретиться и поговорить, 80% мне, в принципе, не отвечали. И мне кажется, что это нормальная статистика в том плане, что, да, не любая команда захочет брать человека без опыта работы в этой должности, да. И, наверное, кстати, в тот момент ситуация была еще похуже, чем она сейчас, потому что в ситуации, когда весь найм был заморожен в течение полугода, возможно, какая-то команда просто не могла набрать себе человека, да, допустим, они потеряли кого-то, у них был недобор людей, но нанять нового они не могли,
И вот тогда, там, как только разморозились эти вакансии, они начали искать себе человека, и, возможно, у них был довольно большой бэклог. Да, и когда, допустим, в команде есть работа, которую нужно прийти и сделать прямо здесь и сейчас, они, естественно, не будут нанимать человека без опыта. Они возьмут кого-то, кто придет и им порешает все дела. Да, то есть команды, которые согласятся взять человека, который меняет должность, это будут команды, которых больше, ну, то, что называется flexibility, больше времени они могут потратить на то, чтобы натренировать нового человека, ввести его в курс дела и так далее. Это либо когда в команде открывается абсолютно новая вакансия для новых задач, и это вот то, что случилось в команде, в которую я пришла, либо это команда, которая, ну, не совсем перегружена, да, то есть где нет вот этой вот срочной необходимости закрыть какой-то бэклог срочных дел. Но вот из 20% нанимающих менеджеров, которые соглашались со мной поговорить, большинство звали меня на интервью, если даже не все. И я помню, что в тот момент я активно интервьюировалась с 5 командами. То есть я прошла все этапы собеседований в Амазоне для внутренних кандидатов, так же, как и для внешних. Есть первое интервью, ну, вот после разговора с нанимающим менеджером, первое интервью с кем-то из команды или из партнерской команды, оценочное, и потом то, что называется interview loop, когда ты собеседуешься с несколькими членами команды и в том числе с нанимающим менеджером. Здесь внутри тоже Амазона немножко легче, чем когда вы приходите извне, просто потому что обычно этих интервью меньше. Когда я собеседовалась внутри Амазона, у меня в среднем на одну вакансию было, наверное, 3-4 интервью. Скорее 4. Одно первичное и потом еще 3 вот как части интервью. Когда я собеседовалась как внешний кандидат, это было 6 интервью, то есть одно первичное и 5 на интервью. И из 5 команд, в которые я собеседовалась, в результате я получила 2 оффера, причем не на те должности, которые я собеседовалась. Сейчас расскажу. Почему мне отказали 3 оставшиеся? Это было, кстати, довольно интересно. Я из-за того, что я уходила из финансов на аналитика данных, в Амазоне это называется Business Intelligence Engineer, я уходила с нетехнической должности на техническую. И мне казалось, что как бы senior уровень у меня уже есть, аналитиком я уже работала, да, то есть Senior Financial Analyst предполагает senior уровень, предполагает аналитику. Единственное, что мне не хватает, да, что мне нужно доказать, это то, что у меня достаточно технических скиллов, чтобы работать Business Intelligence Engineer на технической должности. И поэтому это то, на чем я в первую очередь фокусировалась, когда я рассказывала свои истории, допустим, о предыдущем опыте работы и так далее. Мне очень хотелось показать, что я использовала большое количество технических скиллов своих, несмотря на то, что я работала на нетехнической должности. Фидбэк, который мне дали несколько команд, не все команды, которые отказывают, дают фидбэк, но некоторые давали, и когда вы, кстати, вот опять же, когда вы собеседуетесь внутри компании, команды намного более открыты давать вам фидбэк, чем когда вы внешний кандидат. Потому что когда вы внешний кандидат, они очень осторожны, потому что есть закон о недискриминации, и если вдруг они вам скажут что-то не то, вы можете их потенциально засудить. А когда вы сотрудник компании, это все проходит в намного менее формальном ключе. И да, вот я помню, что самая первая команда, которая мне отказала, мне сказала, что они отказывают, потому что они не увидели достаточного уровня влияния на принятие решений. И я немножко в тот момент обалдела, если честно, от этого фидбэка, потому что мне показалось, что это вообще неправдивый фидбэк. Мне показалось, что, скорее всего, проблема в чем-то другом, потому что, ну, например, я рассказывала свои истории из хедж-фондов и рассказывала о том, как я генерила идеи, да, то есть это было прямое влияние на принятие решений. И только, наверное, после того, как вторая по счету команда мне дала похожий фидбэк, но немножко по-другому сформулированный, я поняла, о чем вообще это все было.
они меня тогда спросили, какой самый высший уровень менеджмента в Амазоне, для кого я писала документы. А в Амазоне практически все на самом деле происходит с точки зрения написания документов. Допустим, когда вы хотите предложить какую-то идею, вы пишете документ. Когда вы хотите сделать какой-то отчет, вы пишете документ и так далее. То есть вот когда они меня спросили, какой был самый высший уровень менеджмента, да, они хотели таким образом узнать тоже, как я влияла на принятие решений. И я вот тогда сказала, что самый высокий уровень был директорский, и я частично писала параграфы в документы, которые шли к VP, и вот этого им было достаточно. То есть, видимо, первая команда, которая мне отказала, им не хватило именно этого. Это то, на чем я не фокусировалась, но как бы оказалось должна была. И из-за этого сейчас, когда я разговариваю с людьми, которые подаются на senior должности, предлагаю им даже в резюме прописывать, какому уровню менеджмента они писали документы или там вели, допустим, встречи и так далее. Потому что это то, что, как оказывается, важно здесь. И, собственно, по результатам этих 5 собеседований я получила 2 оффера. Один из них был не на дата-аналитика, а на бизнес-аналитика. То есть здесь есть в Амазоне Business Intelligence Engineer, это техническая должность дата-аналитика. А есть Business Analyst, это менее техническая должность. Для них требуется меньше технических скиллов. Допустим, если для Business Intelligence Engineer Python будет, скорее всего, на большинство должностей обязателен. На начальном уровне и preferred будет хорошее знание Python, то Business Analyst, они в основном все-таки анализируют все в Excel. Для них необходимо знание SQL, но, допустим, Python абсолютно не обязателен. И поэтому я не очень хотела быть бизнес-аналитиком. То есть я подавалась просто на всякий случай, и я получила оффер, но это не совсем то, куда я хотела идти. А второй оффер мой был на продукта. И это было, конечно, для меня вообще удивительно. История была такая, что я подавалась в эту команду на Business Intelligence Engineer. Я пришла поговорить с нанимающим менеджером для аналитиков. И, в принципе, мне все понравилось. Он мне в конце разговора тоже сказал, что я ему понравилась. Но сказал, что он хотел бы, чтобы я встретилась с его менеджером, то есть здесь называется skip level менеджер, да, нанимающий менеджер, а это его менеджер. И поговорила. Ну, я говорю, окей, хорошо, конечно, давай поговорим. И я прихожу на следующее интервью с ними обоими, и тут они мне, значит, говорят о том, что вакансия, вот, на которую я подавалась, Business Intelligence Engineer, скорее всего, уже занято, то у них есть сильный кандидат, которого они, скорее всего, возьмут. Они могут меня, конечно, пособеседовать на эту должность, но вообще им кажется, что я больше подхожу на продакт-менеджера, и что скоро у них появится вакансия Senior Product Manager. И я немножко удивилась, потому что я даже не рассматривала должность продакта. Я много работала с продуктами, когда я была в финансах, и, в принципе, мне нравилось то, что они делают, потому что, они, по сути, ведут свои проекты, они генерят идеи и так далее, то есть, теоретически для меня это было интересно, но я собиралась быть аналитиком, и, в принципе, всю свою карьеру я была аналитиком, я никогда не была продуктом. И да, то есть я даже не знала, что такое продакт-менеджер. То есть у меня было какое-то очень такое общее, непонятное представление. И я помню, что я тогда у них спросила, почему они считают, что мне стоит пойти в продакт. И они сказали, что мой скиллсет предыдущий из финансовой аналитики очень неплохо подходит на продакта. Ну и потом, кстати, я узнала, что именно вот в этой конкретной команде было уже несколько человек, которые начинали свою карьеру в финансах и ушли в продакт, и это были успешные кейсы, и сам вот этот skip-level менеджер, он в начале своей карьеры был в финансах, поэтому у них был опыт людей из финансов, которые впоследствии становились продуктами.
И я помню, что я была абсолютно не уверена, но решила попробовать, и в результате я, собственно, получила этот оффер. И пошла работать продуктом, вообще понятия не имея о том, что это такое. То есть училась я уже на работе. Я не жалею об этом абсолютно, и если честно, вот сейчас, так поработав уже почти 1,5 года в продакт-менеджером, я понимаю, что, наверное, это было правильно, и, наверное, я рада, что я стала продакт-менеджером, что я не стала аналитиком, потому что подавляющую часть времени они занимаются именно анализом данных. Когда я работала финансовым аналитиком и в хедж-фондах, и в корпоративных финансах, все-таки очень большая часть задач у финансового аналитика — это то, что называется stakeholder management, это общение с бизнес-партнерами, там, в случае хедж-фондов это общение с продакт-менеджерами, с другими аналитиками и так далее. То есть здесь есть это вот 50/50 аналитика данных и stakeholder management. И в продакт очень по-разному бывает, очень сильно зависит от команды, но вот эта конкретная команда, в которой работаю я, соотношение этой работы примерно такое же, 50/50. Потому что это команда, которая занимается поиском ошибок в амазоновском каталоге, разработкой алгоритмов, собственно, поиска этих ошибок и исправления этих ошибок. И очень многое в этой работе завязано на аналитику, поэтому продакт-менеджеры тоже 30-40% времени я трачу именно на аналитику данных, и где-то 50% времени я трачу на то, что называется stakeholder management. Поэтому, да, я, наверное, рада, что я стала продуктом, и сейчас, например, мне уже не хочется уходить обратно в аналитику. И второй аспект, что мне нравится в работе продукт, это именно генерация идей и последующая реализация этих проектов. Потому что продакт-менеджер, по сути, это человек, который отвечает за реализацию проекта от его начала до конца. Ну, понятно, если там какой-то очень длинный проект, продакт-менеджер может подключаться на каком-то определенном этапе, но моя конкретная команда, мы очень часто генерим идеи, и это то, что мне нравилось в моей работе в хедж-фондах, и это то, что мне очень нравится здесь. И особенно в бизнесе, когда ты генеришь идеи, ты видишь их реализацию. То есть это очень, на самом деле, клево. Для меня это такое fulfilling, то есть это то, что вызывает у меня чувство удовлетворения своей работой. Это когда, допустим, у меня в голове была просто какая-то концепция, а потом я вижу, как большое количество людей ее реализует на практике, и потом это начинает работать, это начинает там приносить какие-то, возможно, финансовые бенефиты компании. Ну, вот это, за этим очень интересно наблюдать, на мой взгляд. И в Амазоне, допустим, считается, что хорошая идея — это где данные не противоречат историям, реальным историям пользователей. Ну и, допустим, так как мы работаем с амазоновским каталогом, наши пользователи — это либо конечные пользователи, то есть люди, которые получают товары, либо это могут быть внутренние пользователи, ну, допустим, сотрудники наших складов. И аналитика, которой мы занимаемся, это, с одной стороны, мы анализируем данные, а с другой стороны, мы либо анализируем там фидбэк от покупателей, либо мы едем на склады и смотрим, как это все происходит на самом деле и так далее. То есть, опять же, моя работа предполагает довольно большое количество командировок, и это, опять же, то, что мне очень нравится. Я довольно часто ездила в командировки, когда я работала в хедж-фондах, тоже там на конференции или посмотреть, как что-то работает на местах. И вот в этом плане я действительно вижу очень много похожих вещей из хедж-фондов, особенно в продакт-менеджмент. Вот, кстати, отличие продукта от хедж-фондов в том, что в хедж-фондах, когда я генерила идеи, люди просто вкладывали в это деньги, ну и в идеале там получали какую-то прибыль. Здесь я вижу, как идеи внедряются в бизнес, что-то начинает по-новому работать и меняются какие-то бизнес-показатели. Ну и для меня это, допустим, намного более прикольно видеть.
И последнее, о чем бы я хотела поговорить, это вот о том, как попасть в продукт. Довольно часто меня об этом спрашивают как поработавшие уже где-то люди, так и студенты, которые учатся на разных специальностях, но и студенты, которые учатся на абсолютно разных специальностях. И что я хотела бы, наверное, сразу сказать, это то, что, например, в Амазоне на продакт-менеджера нету junior level, нету начального уровня. То есть продакт-менеджер начинается с mid-level. Это самая низшая должность продакт-менеджмента. В других компаниях я знаю, что бывает то, что называется associate product manager. И вот туда, наверное, можно попасть сразу после универа. Кстати, да, у меня даже была девушка, с которой я общалась, вот, которая буквально в этом году закончила University of Washington, наш университет, на бакалавра. И вот она недавно нашла себе работу Associate Product Manager без опыта. Но это скорее большое исключение. То есть очень редко я вижу, что люди, закончившие только бакалавра, попадают на продакт менеджмент. Чаще всего история такая, что человек заканчивает бакалавра, работает какое-то время по специальности. Здесь, кстати, в Америке не принято сразу после бакалавра идти на master degree. Обычно люди какое-то время поработали, и только после того, как они понимают, что им нужно то или иное образование, будь то MBA или master в какой-то другой сфере, они тогда поступают в университет, учатся вот эти вот 2 года, и после этого заново ищут работу. То есть большинство продакт-менеджеров, которых я вижу, они поработали уже где-то по специальности. И должности могут быть абсолютно разными. Они могут быть девелоперами, они могут быть аналитиками, они могут работать в финансах, и, возможно, еще где-то. А после этого люди поступают на MBA. Довольно много продакт-менеджеров здесь имеют MBA, но причем это не обязательно, да, то есть у меня нет MBA, у меня даже нету master degree, то есть, но, кстати, мое образование засчитывается за master degree, то есть в своем резюме я пишу equivalent to master degree, потому что я училась в России, я училась в то время, когда мы получали специалиста, то есть мы учились 5 лет. И когда, допустим, мы переезжали с Юрой в Литву, нам нужно было проходить аккредитацию наших дипломов, и вот нам тогда наши 5 лет пересчитывали как то, что называется Integrate Studies, и они по часам ближе к Masters, поэтому нам это засчитывали за Master Degree. Но, по сути, у меня нет Master Degree. Но, на самом деле, MBA или любой другой Master — это самый легкий способ, насколько я вижу, попасть в продукт, потому что у них есть internships. То есть здесь люди, которые учатся, будь то на бакалавре или на магистре, их очень сильно университет мотивирует к тому, чтобы проходить internships, и это то, что поможет им получить в будущем работу. Поэтому после первого года магистра люди находят себе internships, и чаще всего с MBA люди могут попасть сразу на senior уровень internship, то есть senior product manager intern это называется. Если они не попали туда, то есть возможность попробовать на mid-level, то есть просто product manager intern. И в чем классно, и в чем большой бенефит этих internships? В том, что это 6 недель работы летом, и если человек успешно проходит свой internship, то, по сути, он практически гарантированно получает место в Амазоне после окончания своего обучения. Да, вот это, наверное, такой самый популярный путь через MBA, но в то же время, опять же, вы можете попробовать и так же, как делала я, просто описывая свой предыдущий опыт как релевантный к продакт-менеджеру. Что еще необходимо для продакт-менеджера? Вот конкретно в Амазоне продакт-менеджеры пишут огромное количество документов и ведут огромное количество встреч.
Документы это могут быть какие-то wikis, которые объясняют проекты, над которыми человек работает. Это может быть one-pager, two-pager, то есть одно-двустраничный документ, описывающий просто основную концепцию. Это может быть PR FAQ, то есть документ, отвечающий на основные вопросы. Или six-pager, это такое более всеобъемлющее описание проекта. Это могут быть какие-то регулярные документы, например, weekly business review, monthly business review, quarterly business review. Это могут быть какие-то документы, которые используются для приоритизации годового планирования. В Амазоне, допустим, это называется OP1, OP2, Operational Plan 1, Operational Plan 2. То есть это, наверное, в первой половине года, например, с апреля начинается вот это вот приблизительное планирование на следующий год, которое называется OP1, и идет где-то до августа-сентября. А с сентября уже это переходит в более конкретный план на следующий год, который как раз называется OP2, который утверждается примерно в январе следующего года. В связи с этим действительно нужен хороший уровень языка, и устный, и письменный. А в остальном в Амазоне, например, есть очень большое количество тренингов, и в том числе тренинги по продакт-менеджменту. Один из таких тренингов проходила я сама, потому что я практически ничего не знала о продакт-менеджменте, когда я стала работать в этой должности. Но мне действительно этот тренинг помог понять, что вообще делает продакт-менеджер. Но кроме этого, наверное, внутреннее обучение, когда вы переходите в другую команду, в первую очередь состоит из чтения какой-то технической документации именно по вашим проектам, встреч с членами команды, встреч с бизнес-партнерами и так далее. И вот мне кажется, что на любую должность, когда человек приходит в Amazon, самое главное, что помогает, это когда вы встречаетесь с людьми один на один, и когда вы можете расспросить человека о том, чем он занимается, чем вы можете ему быть полезными, задать ему какие-то более конкретные, детальные вопросы по его проектам, в чем вы не разбираетесь. И вот, наверное, с помощью вот таких встреч один на один наиболее быстро происходит обучение. В Амазоне, когда вы приходите как внешний кандидат, но также, когда вы меняете должность, ваш менеджер, ваш новый менеджер прописывает вам то, что называется onboarding plan, где пишет, что вам нужно почитать, с кем вам нужно встретиться и так далее, какие курсы вам нужно пройти. Но да, самое главное, наверное, самая наибольшая часть того, что вы будете делать в этом плане, это будет встречаться с людьми и читать какие-то wikis, какие-то вот эти планы их на следующий год, какие-то отчеты по проектам и так далее. Плюс, когда вы приходите, вас начинают добавлять также на какие-то групповые встречи. И я знаю, поначалу кажется, что вы вообще мало что понимаете, особенно когда люди, которые в контексте обсуждают, они обсуждают обычно какие-то конкретные детали. И очень сложно вникнуть, если вы вот только что пришли в эту команду и не знаете контекста. Это такое довольно фрустрирующее, может быть, занятие, сидеть на этих встречах. Но на самом деле это тоже помогает, потому что чем больше вы, допустим, читаете документации, встречаетесь с людьми и так далее, тем больше вы начинаете понимать на этих встречах, тем больше вы начинаете улавливать, тем больше дополнительных деталей вы начинаете узнавать. Ну и вот таким образом происходит погружение в любую должность. И да, мне кажется, что у меня, вот когда я пришла в Product Management, наверное, ушло где-то месяца 3, чтобы просто вообще во что-то вникнуть и понять, чем они занимаются. И, наверное, где-то через 6 месяцев я поняла, что я уже начала более-менее хорошо разбираться в том, что я делаю. У меня появилась какая-то экспертность по моей зоне ответственности, и я была в состоянии генерить какие-то идеи. На этом я, наверное, сегодня закончу. Если у вас остались вопросы, оставляйте их в комментариях. Я обязательно на них отвечу. Если вопросов будет много, возможно, сниму дополнительное видео. Пишите, делитесь своими собственными историями. Пишите, согласны вы со мной или нет. Возможно, у вас был какой-то опыт, противоречащий тому, что я сегодня сказала. Обязательно тоже делитесь. Я с удовольствием все читаю, с удовольствием со всеми общаюсь.
А также не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, если вам нравится. Не забывайте, что у меня есть еще англоязычный канал. Кому интересно, я оставлю ссылочку здесь. На этом на сегодня все. Увидимся на следующих неделях. Пока-пока!